Итак, ребят, я всех приветствую, кто еще остался, либо задержался, немножечко перепутала я времечко для трансляции. Итак, посмотрим, да, кто на нижнюю чакру вам деструктивно кидывает. Эх, чудеса творятся в пространстве. Я знаю, что сейчас будет смотреть эфир одно чмо, которое само себе разрушило нижнюю чакру за счет того, что посчитала себя невъебенным магом. Вот. Так вот, этот расклад явно не для тебя. Можешь ставить дизлайк и съебывать сразу же. Тебе это не поможет. Просто жесть какая-то. Что в пространстве творится-то? Так, ребят, давайте. Кто, что, откуда вообще там летело на нижнюю чакру? Ой, я же сказала, ложные договора заключил человек. И вы заключили ложные договора. Потому что, видимо, доверились когда-то в свое время этому человеку. Звезды с неба обещал, блядь, да? Разругались. Здесь высшие силы отвернулись от человека за его эгоизм. Плевать ему на других, а ему ключи необходимы, понимаете? Огнем пашет, бля, не покладая рук. Так, вы тут при чем? Следит за вами, его зависть жрет. Ждет, когда у вас случатся потери, особенно в семье. У вас с этим человеком была семья, ребят. Все, здесь бывшатина. Давно это все, знаете, уже и быльем поросло, хочется сказать. Ждет, когда вы в надуманные проблемы, в жернова попадете, потому что магию зачитывает, бедолага. Читает, магом себя возомнил. Здесь бывшие партнеры, ребят. Либо магойка, либо маг. Либо магойка, либо маг. У меня такое ощущение, что кто-то из вас простраивает себе семью, отношения, возможно. Даже, допустим, дружба, понимаете, а человеку уже отматывает хорошенько. Думает, что сбудутся все его надежды, а человека ждут глобальные изменения. У него только, понимаете, он ждет роста, который его приведет к его цели. А больше, знаете, все из-за бабла. Еще человеку надо, понимаете, вернуть ресурсы родовые. А род здесь уже закрыт. Здесь род ничем не поможет, видимо. Ну, давайте я даже посмотрю. Вы знаете, род переполнен определенными программами. Чтиво. Человек решил, что он тайное важное открытие сделал ради своего лучшего будущего, а роду тяжело от этого чтива. Он-то думал, возрождает богатство, либо она. Получается, что на человека валят воздействия, валят, и еще больше сущей летит, больше вот этого дерьмища пластами поднимается и к нему прям летит. Он интуитивно чувствует это. Кстати, человеченка очень боится, а оно так и случится, он уже прям, знаете, здесь предупредили, здесь все, что честно наворовано, крадено, все будет разрушено. Там, где, знаете, пиздежом договора заключались с помощью постельных сцен.
понимаете, объебало вам на чувства, на бабки, на все вот это вот. Здесь еще персонажи решили, что они будут лезть в вашу нынешнюю жизнь. Поехали. Злоба у человека, клеветы в вашу сторону немеренное количество. Прям как понос изо рта, понимаете? Ярость от того, что не те договора заключил. Может, не тем деньги заплатил. И у него, понимаете, он очко играет, потому что начало осуществляться все то, что, видимо, он в вашу сторону накидывал. Ой. Иллюзии о радужном, благополучном будущем по справедливости, как он думает, просто завершаются. Пытается на публику создать эффект того, что все хорошо, да я спокоен, а нет, человечка окружают такие же вампиры, как и он, только похлеще, мне хочется сказать. Смотрите, я уточняла вопрос насчет, допустим, ваших друзей, товарищей, не бывшатины. Значит так, воздействие, во-первых, на расстоянии от подружек, там, блядь, в кавычках, друзей, они на вас на расстоянии, на ментале работают, что-то у них там иногда получается, и то буквально, знаете, с определенными целями для вас. Сила мага потеряна у человека, очень много интриг, гадостей в вашу сторону. Была надежда, что получится на вас карму закинуть по круговороту проблем неожиданно, но это все закрыто. И на данный момент этот человек не имеет отношения к нынешнему раскладу. Кому-то это надо было, видимо, знать. Нет, здесь чисто бывшатина. Здесь чисто отношения с бывшими. У человека у самого нижняя чакра в хлам расхерячена. Просто разодрана, блядь, им же. Много суетится. И ждет исполнения своих желаний, а потом разочаровывается из-за того, что ни хрена не получается. И есть еще очень много чего интересного, чего он не знает. Он думал, он в знания залез. На самом деле, им как марионеткой повертели, видимо, в уши залили, что надо, дали какое-то там чтиво горбацкое. Понимаете, человечек сам, я повторюсь еще раз, сам принял решение, причем от чистого сердца радуясь, и пошел на убой. В алкогольных зависимостях пытался не один раз освободиться, нихера, 15-й жрет. Вы знаете, мне кажется, что здесь вот типа хихоньки-смехуёчки начитались всякой поблядушки магической, понимаете? Бухнули, уснули, блядь, и типа ждем, когда все осуществится. Здесь какая-то деградантская личность. И все больше и больше его эта магия просто, изничтожает человека. Вот какое-то полоумевшее дерьмище просто. Я уж, извините меня за мой французский, но по-другому я никак не скажу. Человек, каждый дрочит как хочет, да? То есть, елки, ладно, что вам по вашей? И у вас у кого через интернет деньги будут прибывать. Если есть работа через интернет, окей, либо просто перевод там от родственников. Да мало ли у кого что. Короче, из-за бугра ждите бабла.
проблемы ваши решатся. Игра, в которой не ясен итог, со вот этими вот змеями, которые предавали, как-то будет прикрыто через какие-то документы либо сообщения. Где-то у вас пойдет прорыв в документации, будете знать, что им отхлестнуло. Либо же новости от них могут привалить. Здесь высшие силы будут смотреть за этим всем. Знаете что? Ребят, здесь человек еще как-то попытается на чем-то сыграть, чтобы вывести вас на эмоции. Понимаете? Может рассказывать, что это вы его предали, блядь, или это вы виноваты, что он так поступил. Я вам скажу так, здесь даже общаться не с кем и не о чем. Вы прекрасно знаете, что этот персонаж из себя представляет. Он очень много распространяет сплетен о вашем браке, бывших отношениях. Мол, я прозрел, т.т.п. короче, бля, я знаю. Понимаете, здесь тупо даже обвинения могут в вашу сторону лететь. Можете к этому подготовиться, если еще не готовы. Там не просто шиза. Вы на примере этого человека можете видеть и отслеживать, как разрушается ветка рода. Что происходит шаг за шагом. Ни больше, ни меньше. Здесь именно, понимаете, не хрен вам беспокоиться из-за этого. Высшие силы смотрят, куда вы будете энергию давать. Понимаете? Здесь надо ваши эмоции побередить как-то, понимаете, в пространстве. Вот, допустим, там с левых аккаунтов дерьмище всякое понаписывать. Ну, по-другому никак, потому что, воочию, возможно, очко слишком жмет, понимаете? Вам что-то заявить. А вот из-под тишка, да, вот чисто оп-оп-оп. Бравый рыцарь и герой, понимаете? Либо героиня. Вообще даже, тут высший абсолют смотрит, кому-то уже любовь либо уже пришла, либо идет. Причем счастье, любовь, дружба, понимаете, по сердцу. Пара, либо, я же говорю, люди по вашим энергиям, неважно. Вообще на вот этот вот помойную яму, на эту не обращайте никакого внимания. Человек борется, потому что, блядь, без вашего ресурса он ни хера не стоит, понимаете, ни хера не может. Боролись вы тут по цикличности, проходило это все за свою удачу. Теперь человеченка считает себя лишним, но надеется, что он возродится. Возродится, да, и говорит, целеустремленный я князь. Князь, у которого, с головой очень большая беда и огорчение. Кстати, у него может быть шиза, передающаяся, умопомрачение по материнской линии. Доведьмачились, доработали, все. И попали в оковы. Хотя, понимаете, здесь позиция, здесь бабы его могли окружать. Сестры, мамки, тетки, блядь, бабы, которые очередные там его какие-то. Либо ее мужи. Но здесь бабы. Здесь бабы окружали, либо по ведьмам таскались, понимаете. Все для защиты, для нашего процветания, блядь. И, сука, в обязательства, в долги, в кредиты. Все, что можно было намагичить с их скудным умом. Понимаете, ребят? Вот кто пытается. И помимо этого я вам хочу еще сказать, что даже если у кого там дружба по сердцу, я еще раз повторюсь, это дружба, партнерство, что еще угодно там может быть, пытаются воздействовать еще на вашего партнера. Вас в одиночество хотели засадить, чтоб, не дай боже, у вас таких не было людей рядом. Вы освобождены. Тут подсел был, причем необычный подсел.
планы осуществятся, все, что касаемо ваших единомышленников, друзей, товарищей. Здесь у человека расправа в его доме, в котел испытаний попал, хотя человеченка, знаете что? Здесь, ребят, возможно, была попытка вообще влезть в ваше пространство, да, допустим, ну, даже на физике. Для чего? Для того, чтобы переключить ваше внимание от кого-то на себя. Здесь у человека пошла расправа прямо в его дом. Стабильность, семью, недвижку, прям наказание и разрушение всего. Хотя он себя позиционирует, знаете, кем? Типа, у меня быстрая реакция, у меня есть знания, которые могут мне влиять на других людей, иметь над ними власть. У меня достаточно интуиции, тотемов, фамильяров повызывал всех, всем уплочено, блядь. Но на самом деле человек в лабиринте, в поиске правильного пути. Насчет другого человека, если кто еще не может определиться, у вас вот эта вот болтанка, да, как, извините меня, говно в проруби между прошлым и будущим, по новому человеку никакой материальной подоплеки, никакой жадности. С человеком все ясно и понятно. Вы прекрасно понимаете, что он знает, когда действовать, когда ждать, и всегда стремится достичь своей цели. Просто как вариант вам для сравнения. А этот быстро, мол, выбирая, мол, определись, трали-вали, тополяли. Это все оно, что быстро, то не здраво. По новому человеку рядом с ним у вас будут деньги. Вам начнет вести, и вы в духовность идете. Вот туда, пожалуйста, стабильненько и держите свои энергии. А все остальное пускай, пожалуйста, захлебывается своей дерьминой. Но здесь человек что-то возомнил, что он знания хапанул невъебенные. Пусть тешится. Вот так. Чем больше тешится, тем больше съезжает головой. И действительно у человека уже мысли того, что он лишний, никому нахер не нужен. Потому что ему на балду сыпется абсолютно все, что он зачитывает своим вонючим ртом в вашу сторону. И из его волшебных сплетен у вас тоже высшие силы делают вывод. Если кто-то думает, что сплетни это просто так, я вас огорчу. Особенно для женщин. Хотя я работала в коллективе с мужиками, и я прекрасно знаю, что мужики трепещут ртами хлеще, чем бабский коллектив. И это факт. Не в обиду мальчики, но это факт. Вы обсуждаете намного больше всего и рьянее, чем это делают даже чисто бухгалтерское созвездие дам в любой фирме. Поэтому, ребятушки, там, я смотрю, у нас подвисло. Что мне еще добавить здесь по этому поводу? Не пиздите много, не пиздите мало, пиздите средственно. Если кто-то думает, что вы просто, ой, да потрепимся с подружками, нет. Не, если вам так хочется думать, думайте, жизнь у вас, не удивляйтесь, от чего меняется. Почитайте древние описания, для чего вообще дана речь человеку. Тогда, может, многие поймете, для чего, зачем и почему нельзя тратить время на тупые бабские вот эти вот трепалки ни о чем, блядь. Понимаете, тупо ни о чем.
как показатель, знаете, того, что лучше бы к психологу сходили. Хотя большинство из таких трепалок гордо заявляют, что с моим родом все хорошо, у меня все прекрасно, у меня нет никаких проблем, и к психологу я никогда обращаться не буду. Потому что я сильная, субгероическая личность. Ну, это так, отступление для поржать, ребят. Осознанным добра и любви этого мира. Пока не прощаюсь, у нас еще один эфирчик.